Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ягодное варенье без сахара, которое может храниться весь год. Что действительно важно для сохранности варенья, а что совсем не важно. Как сделать ягодное варенье без сахара густым, не прибегая к долгому увариванию. Все секреты в этом видео. Сначала нужно простерилизовать банки. И это первый важный момент в сохранности варенья без сахара – стерилизация всей посуды. Банки, крышки и ложки – все, что будет соприкасаться с вареньем, должно быть стерильно. Можно простерилизовать любым другим способом. Я пробовала и в кипятке, и на пару. Все способы качественной стерилизации хороши. Для меня наиболее удобной оказалась стерилизация в духовке, потому что на банках не остается капель воды, как при влажной стерилизации. Устанавливаем банки, крышки, ложки на решетку для духовки. Отправляем в холодную духовку, устанавливаем нагрев до 120 градусов Цельсия и держим банки в нагретой духовке до готовности варенья, но не менее 15 минут. Для самого варенья нам понадобится 1 кг вишни. Можно использовать замороженную вишню, а можно выбрать и другие фрукты или ягоды. Очищаем вишню от косточек и выкладываем в кастрюлю. Я буду варить в антипригарном сотейнике. Для того, чтобы варенье получилось более густым, мы добавим в него агар-агар. Смешиваем его с небольшим количеством воды или вишневого сока, чтобы агар-агар легко разошелся в варенье. Агар-агар идеально подходит для варенья, и я не рекомендую его на что-то заменять. Можно готовить и без него, варенье тоже получится, просто оно будет более жидким. Выкладываем к вишне и сюда же добавляем подсластитель по вкусу. Можно выбрать любой, который вам нравится. Перемешиваем и отправляем варенье на плиту. В этом рецепте обязательно нужно довести варенье до уверенного кипения и прокипятить не менее 5 минут. То есть оно должно вот так интенсивно и полностью кипеть все это время. Именно таким способом активируется агар-агар. Без такого активного кипения ваше варенье просто не загустеет, поэтому отнеситесь внимательно к этому моменту. Когда варенье готово, достаем банки из духовки. Вот тут внимание! И банки, и варенье при заливке должны быть горячие. Стерильной ложкой перекладываем варенье, пока оно не остыло. Заполняем банки почти доверху. И закручиваем крышки. Пока банки горячие, трудно качественно закрутить крышки и не обжечь руки. Я закручиваю с помощью полотенца. Варенье готово, оставляем банки постепенно остывать. Итак, банки остыли. После полного остывания при нажатии на крышку не должно быть щелчка. Это говорит нам о том, что варенье закрыто без доступа воздуха. То, что нам нужно. Для оформления баночек достаточно обернуть их крышку кусочком крафтовой бумаги и повязать вокруг лентой. При желании можно подписать на бумаге дату и состав. Храним варенье, как и обычное, в темном прохладном месте. При открывании, неважно через какое время вы открываете, через минуту, через год, через 2, должен быть слышен заметный щелчок. Именно так можно понять, что варенье сохранилось хорошо. И вот такая консистенция получается у этого варенья. С такой пропорцией агар-агара это не густой джем, это средняя густота, которая бывает обычно у варенья с сахаром. Но в сахарном варенье густота достигается за счет насыщенного сахарного сиропа, либо за счет долгого уваривания. А у нас за счет добавления полезного ингредиента агар-агара. Причем густоту вы тоже можете варьировать. Пропорции для более густого джема я оставила в описании к этому видео. Это очень вкусно и ароматно. У меня уровень сладости невысокий, он подходит как раз для тех, кто привык обходиться без сахара в своем рационе. При желании можете положить больше подсластителя или готовить вовсе без него. Тут уже на ваш вкус. Главное, что этот рецепт – прекрасная возможность радовать себя полезным и вкусным ягодным вареньем в любое время года. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!